Привет! Я уже несколько недель использую нового голосового помощника ChatGPT, и в этом видео я с вами поделюсь тонкими настройками и возможностями этого голосового помощника. И первое, что мы должны сделать с нашим ChatGPT для того, чтобы использовать его в качестве отличного голосового помощника, чтобы он нас не раздражал, чтобы он работал с нами так, как удобно нам необходимо, соответственно, выбрать тот самый голос. Давайте покажу, как это работает. Значит, мы заходим в настройки ChatGPT, и здесь есть такая штука, как голос. Нам необходимо выбрать тот голос, который нравится нам, с которым приятно работать в первую очередь нам. У него сейчас есть несколько вариантов голосов. Например, вот слушайте. Привет, рад познакомиться. Я думаю, мы отлично Покладистый и сработаемся. многосторонний. Эй, я готов приступить к работе. Если вы уже Умеренный, решили, на чем мне оптимистичный. сосредоточиться... То есть нам необходимо выбрать тот голос, который Я с будет нетерпением нас жду не совместных- раздражать, с которым мы Всем будем привет! хотеть работать. Привет. Мне У вот, меня... Ой, как жизнь? Не вот этот вот стесняйтесь голос мне больше спрашивать всего меня обо нравится. всем, Я что у пока, вас на уме. соответственно, буду Я готов использовать ко всему. его в своем видео. Нажимаем «Готово». Окей, у нас ChatGPT теперь начинает работать с нами, и он будет говорить тем голосом, который будет, соответственно, нравиться нам. Значит, первая функция, которая мне нравится использовать в ChatGPT при работе с ним, это так называемый бесконечный репетитор. Что значит бесконечный репетитор? Смотрите, когда мы изучаем какую-то новую тему, мы постоянно обращаемся, например, там что-то ищем в интернете, что-то спрашиваем там, может быть, у своего репетитора. То есть мы ищем какую-то информацию. Я бы эту штуку всю заменил именно голосовым помощником от ChatGPT. То есть мы можем разобраться с ним буквально в любой теме, причем задавать бесконечное количество вопросов, и он нам, несмотря ни на что, будет, соответственно, на эти вопросы отвечать. Давайте попробуем, посмотрим, как это работает. Значит, мы включаем голосового помощника от ChatGPT и задаем ему следующий вопрос. Привет! Я бы хотел разобраться с воронками продаж, но давай для начала расскажи мне историю. Как появились воронки продаж, что это такое, как их начали и кто первый их начал использовать в интернет-маркетинге. Подробно расскажи мне об этом. Привет. Давай погрузимся в историю воронок продаж. Эта концепция, возникшая еще в 19 веке. Пионером в этой области был американский рекламный агент Элиас Сент-Эльмо Льюис. В 1898 году он предложил модель AIDA, описывающую этапы, через которые проходит покупатель. Внимание, интерес, желание, действие. Теперь к вопросу об интернет-маркетинге. С развитием цифровых технологий идея воронок продаж получила новый виток. В 90-х годах 20 века с ростом интернета и электронной коммерции маркетологи начали применять эти принципы онлайн. Расскажи мне, пожалуйста, удачные примеры воронки продаж 3 популярных брендов. Конечно. Вот 3 примера успешных воронок продаж от известных брендов. Amazon. Вовлечение. Amazon привлекает клиентов широким ассортиментом товаров и персонализированными рекомендациями на главной странице. Круто. Заинтересованность. Мои установки не позволяют мне говорить об этом. Могу ли я помочь вам с чем-то еще? Да, стоп, слушай, круто. Расскажи, как Amazon внедрил воронку продаж, то есть какие этапы воронки продаж с примерами есть в Amazon? Конечно, воронка продаж Amazon включает несколько ключевых этапов. Первое. Привлечение внимания. То есть, смотрите, мы можем задавать ChatGPT абсолютно любые вопросы, которые нас интересуют в рамках данной тематики. И он будет нам все глубже и глубже, соответственно, отвечать на эти вопросы, причем вот в таком вот достаточно удобном формате. Как будто мы общаемся с крутым, наверное, маркетологом с энциклопедией, который все знает, и при этом мы этому человеку можем задавать те интересующие нас вопросы и детально их разжевывать. Мне кажется, это просто огонь. Второе, что я бы рекомендовал сделать при работе с ChatGPT, это настроить его под себя. То есть мы можем, грубо говоря, персонализировать ChatGPT под те ответы, которые мы от него хотим получать. Смотрите,
в ChatGPT по-прежнему есть так называемые пользовательские инструкции, которые мы с вами давным-давно уже использовали. В каждом видео я о них говорю. Если вы хотите получить, соответственно, доступ к огромной базе пользовательских инструкций, то это все у нас есть в нашем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал находится под этим видео. То есть здесь собраны почти 300 различных пользовательских инструкций, которые мы можем использовать для работы с ChatGPT, либо любым другим искусственным интеллектом. В Claude это все так же работает. То есть нам необходимо задать вопрос, что ChatGPT, то есть кем ChatGPT должен быть, и, соответственно, какие ответы мы бы хотели получать от ChatGPT. Соответственно, все эти данные мы вбиваем в пользовательские инструкции, и ChatGPT уже превращается из обычного голосового помощника в специалиста по определенной тематике. Но давайте поиграем с ChatGPT. Просто ради примера я вам покажу, как можно использовать там те же самые пользовательские настройки и как от этого будет зависеть ответ от голосового нашего помощника ChatGPT. Смотрите, я ему написал: ты должен отвечать на мой вопрос кратко в одно слово. Теперь я сохраняю эту пользовательскую инструкцию, и теперь я открываю непосредственно уже сам ChatGPT, голосовой помощник, и хочу проверить, да, ввелись ли те пользовательские настройки, которые мы только что ввели на компьютере, то есть в веб-версии, появились ли они в нашем голосовом помощнике. Скажи, какая ассоциация у тебя возникает, если ты слышишь город Москва? Кремль. Хорошо, Белоруссия. Минск. Хорошо, маркетинг. Продажи. То есть мы ему можем теперь задавать любое количество вопросов, и он будет отвечать всегда в одно слово. Правильно я тебя понимаю? Да. То есть, смотрите, да, что мы сделали? Мы ввели пользовательские настройки, мы ввели то, как мы хотим, соответственно, видеть ответы от ChatGPT в веб-версии. В настройках ChatGPT, и он теперь понимает, что мы хотим от него слышать всего одно слово, да, а не какой-то набор больших слов, и он, соответственно, отвечает таким образом. Как мы это можем использовать там в своих ответах? Мы можем ввести ChatGPT, то есть мы его можем запрограммировать таким образом, чтобы он отвечал нам так, как мы хотим, чтобы он отвечал. То есть мы хотим, например, сделать его формат ответов там более грубый, либо мы хотим сделать его формат ответов более там мягкий. Мы хотим, чтобы он говорил в виде там маркированного списка. И все эти данные мы, соответственно, забиваем в пользовательских настройках ChatGPT. Еще раз говорю, у нас есть больше 300 различных пользовательских настроек, которые вы можете использовать в своих ChatGPT в зависимости от той роли, которую вы хотите использовать. Все это есть в телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал находится под этим видео. Обязательно переходите в телеграм-канал, там есть вся эта информация. Следующая функция голосового помощника, которую мы можем использовать в ChatGPT, это, например, проводить так называемое собеседование. То есть мы, например, отправляемся на собеседование, либо на какую-то важную встречу, и нам необходимо отрепетировать тот разговор, либо задать тот поток мыслей, который мы хотим задавать. Например, мы можем использовать ChatGPT в качестве продавца, либо как покупателя, и попытаться продать ему там наш товар, то есть отрепетировать этот момент. Для этого нам необходимо перейти в настройки ChatGPT, то есть пользовательские настройки, и прописать ему следующий промпт. Да? Ты потенциальный инвестор, твой портфель $10 миллионов, интересные проекты в сфере B2B и SAP, характер прагматичный, ориентирован на цифры. Задавай сложные вопросы о финансовой модели, о масштабируемости, о конкретном преимуществе, о команде. То есть он потенциальный инвестор. Я, например, хочу заполучить этого потенциального инвестора к себе. Я, например, занимаюсь инвестициями. И, соответственно, мне необходимо, чтобы ChatGPT задавал мне определенные вопросы. Я прохожу там определенное собеседование. Давайте это тоже пропишем. Все промпты, которые я использую в этом видео, они, соответственно, находятся в нашем телеграм-канале. Хорошо, мы задали вариант ответа ChatGPT. Давайте сейчас попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Привет, давай начнем собеседование.
Привет, готов приступить? Какие проекты у вас в портфеле? Ну, у нас в портфеле достаточно разные проекты, в основном ориентированы на маркетинг. Интересно. Расскажите подробнее о одном из проектов, чтобы я мог лучше понять ваш подход и потенциал для инвестиций. Но мне сейчас сложно привести один пример. Может быть, вас что-то другое интересует? Хорошо, давайте посмотрим на вашу финансовую модель. Как вы планируете монетизировать свои проекты и какова ваша стратегия по достижению рентабельности? Ну, мы будем использовать социальные сети. Это отличный канал для монетизации. Расскажите, пожалуйста, более подробно, как именно вы планируете использовать социальные сети. Как вы будете привлекать клиентов и увеличивать продажи? Ну, мы используем разные модели продаж. Отлично! Можете уточнить, какие именно модели продаж вы используете и какие из них оказались наиболее эффективными? То есть, смотрите, мы в данный момент мы ему задали информацию, что он должен, соответственно, нас собеседовать. Он должен бесконечно задавать вопросы, мы должны бесконечно думать над этими вопросами. Также мы можем ему в процессе, когда он, например, задает вопросы, просить его там отвлечься, там отойти и как правильно, либо как нужно было бы ответить на этот вопрос для того, чтобы наш потенциальный инвестор ответил «да». Мне кажется, это одна из самых крутых функций, особенно для тех людей, кто, знаете, готовится к каким-то переговорам в данный момент времени. Он хотел бы отрепетировать, там, закрыть все потенциальные возражения у потенциальных клиентов. То есть какие потенциальные возражения человек может задавать. Например, порепетировать над продажей, над предложением, над оффером, усилить все это. То есть это незаменимый помощник вообще для различных сфер деятельности, не только для маркетологов, там, предпринимателей, продаж, также для тех людей, кто проходит, возможно, либо готовится к какому-то собеседованию, устраивается на работу. Еще одна крутая функция — это попросить ChatGPT ускорить свой ответ. Например, смотрите, мы его можем попросить там что угодно. Например, рассказать алфавит. Я бы хотел, чтобы ты сейчас рассказал алфавит русского языка. Алфавит русского языка состоит из 33 букв. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, Стоп. З, И, Y. Стоп. Отлично. Если будут еще, рад Отлично. был помочь. Отлично. Давай теперь немножко быстрее расскажи этот алфавит. Конечно. Вот русский алфавит побыстрее. А, Б, В, Г, Д, Ё, Ж, Можешь З, ты начать И, сначала Ё, и Ж, еще З, быстрее рассказать И. этот алфавит. Хорошо, поехали еще быстрее. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Ж, К, Л, Окей, М, Н, давай О, еще П, быстрее. Р, С, Т, У, Х, Ш. Хорошо, еще быстрее. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, J, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Y. То есть, смотрите, мы можем ChatGPT также ускорять, либо замедлять тот питч, либо тот разговор, который у нас с ним сейчас, тот диалог, который у нас сейчас с ним строится. То есть мы можем его попросить намного быстрее говорить, ну, в данном примере это был алфавит, но мы можем его намного быстрее попросить говорить для того, чтобы ускорить весь процесс взаимодействия с ним. ChatGPT умеет отлично шутить. Давайте посмотрим, как работает эта функция. Например, мы собираемся на какое-то мероприятие, нам необходимо, чтобы придумать какую-то шутку, либо какой-то тост, может быть. И мы можем попросить ChatGPT, соответственно, использовать, то есть помочь нам с выбором этой шутки, выбором этого тоста, либо, может быть, как-то эмоционально более его прочитать. Но давайте посмотрим, как это работает. Мне нужны креативные идеи для рекламы, полноценные креативные идеи в формате сторителлинга. Расскажи мне что-нибудь. Как насчет истории о бизнесмене Андрее? Андрей всегда мечтал о своем деле, но сталкивался с трудностями в продвижении. Он создал продукт, но его никто не замечал. Тогда он узнал о волшебном инструменте.
воронке продаж, которая помогла ему шаг за шагом провести клиента от первого знакомства до покупки. Он внедрил эту концепцию, и вот его бизнес процветает. Теперь у Андрея есть история, которой он гордится, и он делится своими знаниями с другими. Окей, какую можно шутку добавить в конце про Андрея? Вот такую. Андрей теперь не просто бизнесмен, а настоящий маг продаж. Говорят, что в его офисе теперь всегда лежит волшебная палочка, чтобы клиентов превращать в покупателей. Отлично. Что понравилось. Расскажи теперь шутку Я про здесь, клиента. если что. Расскажи теперь Тогда шутку пока. про клиента. Обращайся и... Хорошо. Клиент приходит в магазин и спрашивает у продавца: «У вас есть что-нибудь для того, чтобы сделать мою жизнь проще?» Продавец улыбается и отвечает: «Да, конечно. Как насчет нашего нового автоматического будильника, который сам вас на работу отправит?» Где здесь смеяться? Покажи это все с эмоциями. То есть расскажи эту шутку с эмоциями, и в конце можешь тоже посмеяться. Представь это так. Клиент заходит в магазин и с усталым взглядом спрашивает у продавца: «У вас есть что-нибудь для того, чтобы сделать мою жизнь проще?» Продавец, улыбаясь, отвечает: «Да, конечно. Как насчет нашего нового автоматического будильника, который сам вас на работу отправит?» Смеется. То есть, видите, ChatGPT может еще им эмоционально рассказывать какие-то истории, добавлять какие-то шутки. Например, я часто пишу пост, и вижу, что пост, например, получается каким-то сухим. Я у него спрашиваю, да, вот мой пост, в основном это текстовая какая-то версия, где можно здесь добавить какую-то шутку, как-то, может быть, иначе написать, чтобы вызвать определенные эмоции у своего читателя. И ChatGPT мне, соответственно, в этом помогает. Очень удобно. А когда мы с ним можем еще и таким образом общаться, вообще круто. Также в ChatGPT теперь мы можем не просто ждать, пока он ответит. Я думаю, что вы уже замечали в процессе этого видео, как это работает. То есть мы задаем определенный вопрос ChatGPT и можем его в любой момент прервать. Также мы можем ChatGPT, например, попросить быть помощником в продажах, то есть для тренировки продаж. Что мы делаем? Мы вбиваем ChatGPT следующий промпт. Все промпты, еще раз говорю, есть в моем телеграм-канале. То есть мы вводим его пользовательские настройки, следующий промпт. Практика для продаж с голосовым помощником. Единственное, нам необходимо сюда вбить свой продукт-услугу. Такую услугу введем. И теперь ChatGPT должен обновиться. И мы можем, соответственно, попрактиковать с ним продажу наших услуг. Отлично, ты готов? Я тебе буду продавать свои услуги. Ты должен быть в роли потенциального клиента и спрашивать у меня различные возражения. Прекрасно. Начинаем. Что вы предлагаете? Я предлагаю внедрение искусственного интеллекта в ваш бизнес. Звучит интересно. А как именно внедрение искусственного интеллекта может помочь моему бизнесу? Все зависит от специфики вашего бизнеса. Например, вы можете автоматизировать создание контента для социальных сетей. Это одна из самых простых функций при работе с искусственным интеллектом. Это звучит привлекательно. А как насчет повышения продаж? Может ли искусственный интеллект помочь в этом аспекте? Конечно. Интересно. Как тогда искусственный интеллект может помочь мне улучшить взаимодействие с клиентами? То есть мы можем ChatGPT задать определенную роль и то же самое практиковаться с ним в плане продаж, предлагая свои услуги либо свои товары. Я думаю, что этих примеров для использования ChatGPT в качестве голосового помощника вполне достаточно. Обязательно подпишитесь на мой канал, переходите в Telegram-канал, ссылка находится под этим видео, там все промпты, плюс там постоянно выходит контент про варианты внедрения искусственного интеллекта в ваш бизнес, в ваш проект, в вашу личную жизнь. С вами был Гризуевич, подпишитесь на канал, пока.